Всем привет! С вами Ольга Собянина, автор блога «Развивайся в декрете» и мастер по вышивке лентами. Вообще, из свой опыт вышивки лентами и опыт своих учениц я вывела определенные закономерности, а точнее распространенные ошибки, которые совершают практически все новички вышивки лентами. Сразу оговорюсь, что до вышивки лентами я вообще не занималась никаким рукоделием. Даже когда в школе нас там заставляли на трудах вышивать крестиком, все эти работы выполняла моя сестра, потому что я просто не могла себя собрать в кучу и там сидеть, это кропотливо все вышивать. Для меня это было очень тяжело. Вот. Поэтому все ошибки, которые совершают новички вышивки лентами, я в полной мере их совершила. Вот. И помимо, значит, что могу сказать, помимо отсутствия техники вышивки, навыков выполнения каких-то элементов, есть такие распространенные ошибки, которые допускают практически все. Первая ошибка – это неправильно подобранный фон, вернее, цвет ткани для фона. Но к сожалению или к счастью, мои первые работы не сохранились, иначе я вам показала. Была у меня работа, где фон был такой, знаете, ярко-желтый одуванчиковый фон, или там ромашка размером с кулак. Одна из первых таких первеньких моих работ сохранилась. Посмотрите, какой тут замечательный фон у этой вышивки, да, как гармонично подобранный, да, или, например, какие изящные здесь травинки размером, да, толщиной с мизинец. Это самая первая распространенная ошибка у всех новичков вышивки лентами. Это как раз неправильно подобранный фон и гигантизм. И это вполне закономерно, потому что для новичков вышивки первый акцент делается на выполнении стежков, на воспроизведении цветка, а его размеры, его соотношение в букете с другими цветками, понятие перспективы, об этом, конечно, на первых порах даже не задумываешься. Поэтому, конечно, это нужно стараться избегать. Следующая ошибка – это яркие кислотные цвета лент. Когда я только начала заниматься вышивкой лентами, я, естественно, пошла в ближайший магазин творчества и накупила огромное количество лент. Зеленые, кислотные, такие, знаете, салатные цвета, желтые, очень яркие цвета. К счастью, у меня появился ребенок, и все эти ленты, несмотря на то, что их у меня было очень много, я использовала для пошива детских развивающих игрушек. Там волшебные палочки с хвостом пушистым. Цвета мы учили с ребенком тоже благодаря этим лентам. Но новички совершают такую ошибку, покупают ленты именно ярких кислотных оттенков, которые в вышивке использовать просто невозможно. В вышивке мы используем более приглушенные, более приближенные к жизни, к натуральным цветам, да, оттенки. Например, зеленый. Это спокойные такие, либо травянистые такие цвета, либо болотные такие цвета, да, но никак не ярко-кислотные. То есть такие вышивки, они и смотрятся соответствующие. Да? Но новички, они не способны определить это многообразие цвета. Им еще очень сложно уловить эти оттенки. Но это, как говорится, приходит с опытом. Следующий – это отсутствие жизни в картинах. Наверное, вы видели картины, где там 7 роз в букете, в вазе или в корзинке, и все, и голые дальше пространство. То есть ни травинки, ни какого-то насекомого, божьей коровки хотя бы с полимерной глины или еще что-то. То есть эти мелочи, травиночки, какие-то насекомые вышитые или приклеенные каким-то образом, все это обогащают работу, делают ее живой, по-настоящему гармоничной. Значит, следующая ошибка – это оформление. Либо оно совсем простецкое, дешевое, например, как здесь, но здесь еще больше, более-менее смотрится, потому что все-таки круглая работа, да? Либо его совсем нет. Я знаю рукодельниц, которые стопками складывают свои шедевры в шкаф, потому что, не знают, на хорошее, богатое оформление, такое достойное. Денег нет, а сами оформить не могут, да, то есть, просто нужно помнить, что хорошие, на первых порах, конечно, о каком-то дорогом оформлении речи быть не может, да, потому что работы первые, но надо помнить, что хорошая работа, она должна быть в хорошем обрамлении. И, пожалуй, самая распространенная ошибка у всех новичков – это традиционное фото у окна. У меня тоже такое было, я много своих работ отфотографировала у окна, либо на кровати, или на черном столе у меня такое тоже было, или в каком-нибудь дальнем углу темном. Это все я прошла.
Но однажды я поняла, что преимущественно своей работы мы демонстрируем, и продавал я в том числе свои работы через интернет. И поэтому фото должно подчеркивать всю красоту картины, оно не должно убивать эту картину, да, вашу картину, ваше творчество, то, над чем вы так старались. Вот, поэтому я призываю всех рукодельниц очень внимательно и тщательно относиться именно к процессу съемки, да, фотографирования своих работ. И обязательно обрабатывать фото, обязательно пользоваться какими-то редактирующими программами. Я, например, пользуюсь самой простой бесплатной программой Picasso. Там в 2 клика буквально можно осветлить, по крайней мере, выровнять осветление можно. И это уже преображает картину, действительно придает ей нормальный такой вид, законченный. Вот. Вот такие вот ошибки я заметила в своей практике, в практике своих учениц. И, теперь вы о них знаете. Я надеюсь, что вы их не совершите в своих работах. Я же желаю вам приятного творчества. Надеюсь, что этот видеоурок был для вас полезным. С вами была Ольга Собянина, автор блога «Развивайся в декрете». Всем пока, до связи!